Вайолет пришлось принять непростое решение, когда она решила усыновить близнецов всего через несколько недель после их рождения. Она вложила всю свою любовь в их воспитание, но когда им исполнилось 18 лет, неожиданное открытие перевернуло ее мир с ног на голову. За время учебы в колледже Вайолет и Маргарет так сблизились, что их редко видели порознь. Они даже внешне походили друг на друга, часто выбирая одинаковые наряды и прически. Их жизни, казалось, были идеально синхронизированы. Обе нашли себе парней примерно в одно и то же время, что привело к бесчисленным двойным свиданиям и совместным приключениям. После колледжа они продолжили дружбу в одном городе, хотя работали в разных компаниях и жили в 2 часах езды друг от друга. Несмотря на расстояние, они регулярно встречались, чтобы насладиться обществом друг друга и обсудить свое будущее. Примерно через 3 года после начала своей карьеры они поженились с разницей в несколько недель, и каждый из них отправился в свой медовый месяц, чтобы начать новую главу своей жизни. Через несколько недель после возвращения из свадебного путешествия Вайолет и Маргарет встретились как обычно, но у Маргарет были темные круги под глазами, и она выглядела измученной. Вайолет спросила, что случилось, например, хорошо ли она спала, что-то не так съела или у нее грипп. Маргарет рассмеялась и сказала, что с ней все в порядке, но у нее много работы, и она изо всех сил старается закончить ее вовремя. А также призналась, что в последнее время она стала очень чувствительной. Вайолет забеспокоилась, когда поняла, что Маргарет испытывает повышенную чувствительность по сравнению с ее обычным состоянием. Маргарет поделилась с Вайолет своими наблюдениями, в том числе о ее растущем отвращении к определенным запахам и избирательности в еде. Осознавая серьезность ситуации, Вайолет предложила им посетить врача, чтобы выяснить симптомы. Они обе рассказали об этом своим мужьям, и хотя мужчины хотели поехать с ними в больницу, они не смогли, потому что на следующее утро им обоим нужно было уехать по делам. Мужчины высадили своих жен у больницы и разошлись в разные стороны. В медицинском центре врач задал Маргарет несколько вопросов, прежде чем провести анализы. В ожидании результатов анализов Вайолет успокаивала Маргарет и говорила ей, что все будет в порядке. Примерно через 20 минут Вайолет встала, чтобы сходить в туалет. Она сделала всего несколько шагов вперед, когда внезапно почувствовала головокружение и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что лежит на больничной койке, а рядом с ней сидит Маргарет. Затем Маргарет рассказала ей, что медсестры взяли у нее образец крови на анализ. После часового ожидания врач вызвал женщин в свой кабинет и сообщил им, что они обе беременны. Никто из них не мог поверить в свою удачу. Сначала они молчали, потом вдруг расхохотались, крепко обняв друг друга и проливая слезы радости. Они и не подозревали, что прекрасный сюрприз еще не закончился. Несколько недель спустя они отправились в больницу на обследование и обнаружили, что Маргарет ждет двойню. Обе женщины всегда хотели иметь двойню, и хотя Вайолет была беременна только одним ребенком, она была безмерно счастлива за свою лучшую подругу. 9 месяцев спустя женщины отправились в больницу рожать своих детей. До скорой встречи. Быть сильным. Ты сможешь это сделать. Говорили женщины друг другу перед тем, как их отвезли в разные родильные палаты. Вайолет перенесла тяжелые роды, которые продолжались несколько часов, но когда она услышала крик своего новорожденного ребенка, ее захлестнула волна облегчения и счастья. Она ненадолго прижала к себе свой маленький комочек радости,
прежде чем задремать. Когда она проснулась, к ней пришел врач, и она сразу же спросила о Маргарет. Веселая улыбка доктора сменилась грустной. Вайолет сразу поняла, что что-то не так, и хотя она все еще чувствовала усталость, она тут же села. «Скажите мне, что с Маргарет все в порядке? Скажите мне, что с моей лучшей подругой все в порядке?» Вайолет запаниковала, но доктор покачал головой и сказал, что они старались изо всех сил, но Маргарет не выжила. Однако ее близнецы выжили. Вайолет недоверчиво покачала головой, совершенно подавленная этой новостью, отказываясь верить словам доктора. Она закричала от боли, надеясь, что все это страшный сон, от которого она проснется. К сожалению, это было не так. Как только Вайолет взяла себя в руки, она попросила показать ей детей Маргарет. Несмотря на то, что она была опустошена уходом Маргарет, она все равно была рада, что оставила после себя частичку себя. Вайолет попросила у врача разрешения попробовать кормить малышей грудью, и он согласился, поскольку близнецы с трудом переносили искусственное вскармливание. В течение нескольких дней Байлет ждала, что появится Фрэнк, муж Маргарет, и начнет строить планы относительно близнецов. Но он этого не сделал. В конце концов, у больницы не было другого выбора, кроме как отпустить Байлет домой с малышами. После недельного пребывания в ее доме Байлет решила забрать близнецов домой, к их отцу. Однако она была очень удивлена, когда Фрэнк отказался впустить их, заявив, что не хочет иметь ничего общего с малышами. «Но они — твоя плоть и кровь. Почему ты отвергаешь их? Они не сделали ничего плохого. Маргарет сказала мне, что тебе не терпелось познакомиться с ними. Если бы они не родились, Маргарет все еще была бы здесь, но они забрали ее у меня. Они отняли у меня источник радости и счастья». Затем он сказал Вайолет, что уже строит планы уехать из города навсегда, и Вайолет может оставить детей, если захочет. Слова Фрэнка потрясли Вайолет до глубины души. Она не могла поверить, что он способен на такое. Она посмотрела на близнецов, и их невинные улыбки разбили ей сердце еще больше. Она знала, что эти два драгоценных малыша заслуживают гораздо большего, чем отец, который винит их в смерти матери. Тогда она решила взять их под свою опеку, чтобы дать им любовь и поддержку, которых они заслуживали, как это сделала бы их мать. Вернувшись домой с детьми, она рассказала своему мужу Чарли о своем желании усыновить близнецов, и он заверил ее, что она может рассчитывать на его полную поддержку. Через несколько месяцев процесс усыновления был завершен, и Вайолет официально приняла близнецов, Джоша и Сцену, в свой дом. Однако то, что она сделала дальше, вас шокирует. Вайолет решила воспитывать своего биологического сына Александра и приемных близнецов как тройняшек. За исключением членов семьи и нескольких родственников, которые знали правду, она заставила всех остальных поверить, что родила тройняшек. Она постоянно одевала их в одинаковые наряды и учила все делать вместе. Действительно, она отлично справилась со своей работой, поскольку мальчики росли, любя друг друга, и между ними установилась крепкая и неразрывная связь. Однако, когда мальчики вступили в подростковый возраст, их внешность начала меняться. Мальчики заметили, что Джош и Сцена выглядят совершенно одинаково и отличаются от Александра. Однажды они подошли к Вайолет и спросили ее об этом, но она списала это на генетику. Однако с того момента, как мальчики выразили беспокойство по поводу их физических различий, Вайолет забеспокоилась.
Что, если мальчики узнают правду? Возненавидят ли они ее за то, что она им солгала? Простят ли они ее когда-нибудь? Часто задавалась она вопросом, молча молясь, чтобы правда никогда не выплыла наружу. Когда братьям-тройняшкам исполнилось по 12 лет, произошло нечто весьма тревожное. Александр заболел. У него пропал аппетит, отекли ноги и начались боли в животе. Однажды утром, через несколько месяцев после своего 12-летия, он спускался по лестнице, когда у него внезапно закружилась голова, и он потерял сознание. Джош и Сцена, которые были единственными, кто был дома, быстро доставили его в больницу с хорошей репутацией. В больнице врачи провели различные анализы, и результаты показали, что Александру необходима немедленная пересадка печени. Угадайте, что сделали его братья? Они сразу же согласились пожертвовать часть своей печени. Врач провел анализ крови, чтобы определить, кто больше подходит Александру. Но когда пришли результаты, близнецы были ошеломлены. У них была другая группа крови, чем у Александра. Чувствуя себя обманутыми, Джош и Сцена позже в тот же день встретились с Вайолет и потребовали объяснений. «Почему вы не сказали нам, что Александр был усыновлен? У нас разная группа крови, и врач подтвердил, что мы не являемся биологическими родственниками». Сцена запротестовала. Вайолет, не в силах сохранять невозмутимость, с трудом сглотнула, прежде чем признаться во всем, что привело их к этому. После того, как она закончила объяснять, Джош и Сцена уставились на нее с недоверием. Они не могли поверить, что на самом деле они были усыновлены, и что их отец отвернулся от них. Как бы Александр отреагировал на это, и что бы мальчики сделали дальше? Продолжайте смотреть, чтобы узнать. После того, как Александр оправился от операции по пересадке, спасшей ему жизнь, его братья рассказали правду о своем удочерении. Расстроенные скрытностью матери, троица решила действовать. 2 недели спустя они тихо ушли из дома ночью, оставив Вайолет в неведении об их отъезде, пока на следующее утро она не обнаружила их пустую комнату. В течение 3 мучительных дней она искала их, и ее беспокойство росло с каждым часом. На 4-й день, когда Вайолет сидела в глубоком раздумье, открылась входная дверь, и вошли тройняшки. Со слезами на глазах близнецы признались, что отправились на встречу со своим биологическим отцом, но их отвергли и велели двигаться дальше. Извинившись перед Вайолет за свои действия, они выразили ей свою благодарность и любовь. Охваченная чувством облегчения, Вайолет обняла своих сыновей, и они от души отпраздновали воссоединение. Мне очень хочется узнать, что вы думаете об этой истории, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь поделиться своими соображениями в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео и вы нашли его интересным, я приглашаю вас подписаться на наш канал, чтобы получать больше подобных материалов. Не стесняйтесь делиться этим видео, берегите себя, и я буду рад пообщаться с вами в наших будущих видео.